Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гола Уралочка. В прошлом видео я вам показала начало работы над лоскутным одеялом, сшила медальон. Сегодня вы увидите продолжение и результат. Возможно, это видео вас вдохновит тоже сшить большое одеяло. Итак, чтобы выдержать стиль, в котором сшит медальон, я буду использовать очень разные ткани для создания впечатления, будто одеяло сшито из того, что было под рукой. Потому что, по моей задумке, оно должно быть похожим на такое деревенское, бабушкино лоскутное одеяло, с учетом современных реалий, конечно. Складываю материал в 4-5 слоев и нарезаю на квадраты и треугольники. Рисунок и расчет топа я помещу в конце ролика, а сейчас покажу, из каких блоков он будет состоять. Блоки одинаковые, 24 на 24 сантиметра. Как видите, простые в исполнении. Может быть, у этого блока по обычаю есть название, но я его не знаю. С каждой стороны детали блока при раскрое добавляю 7 мм. Начинаю с соединения маленьких квадратов и треугольников. Затем сшиваю получившиеся лоскутные треугольнички с цельными. Теперь остается сшить 4 квадрата между собой. Все просто. Размер медальона 4 блока в высоту и 3 в ширину. Для того, чтобы они располагались симметрично, нужно пришить справа и слева от медальона по одному ряду вертикальных половинок блоков. Важно! Половинки должны быть одинаково сориентированы, то есть вверху справа и внизу слева цельные квадраты. Затем получившиеся полосы я соединяю с медальоном и утюжу. Начало есть! Пришло время подготовить все блоки. Я раскладываю комплекты по цветам, чтобы брать из стопки по порядку и не искать потом парные. Можно, конечно, этого не делать, но как не поиграть с тряпочками? Теперь ко всем маленьким квадратам прикалываю маленькие треугольнички и тоже не перемешивая складываю в стопку. Да, забыла сказать, что треугольники скроены из фоновой ткани медальона. Вот так, отступая 7 мм от края, сшиваю их между собой. Утюжу. Затем
К получившимся лоскутным треугольникам пришиваю те, что скроены из одной ткани с маленькими квадратиками, и к этой паре лоскутных квадратов добавляю пару из материала другого цвета. Осталось соединить одинаковые прямоугольники между собой. Середину блока я разутюживаю, чтобы не создавать лишнюю толщину, а все остальные швы заутюжены на одну сторону. Все блоки готовы, и вот что у меня получилось. Пришивать блоки я начну с одной из сторон медальона. Сначала раскладываю их так, чтобы фоновые маленькие треугольнички образовали квадрат. Всего получается 2 ряда целых блоков и с краю половинки. С половинок я и начинаю сборку. Дальше собираю вертикальные полосы из целых квадратов. И затем пришиваю готовое полотнище к медальону. С другой стороны все то же самое. После я сшила нижнюю и верхнюю часть одеяла, которые состоят из 3 горизонтальных рядов блоков. Бордюр. Отрезаю полосы ткани шириной 16 сантиметров. Всего нужно нарезать примерно 9 метров 80 сантиметров. Заодно сразу выкраиваю окантовку. Удачное совпадение, раппорт рисунка 5 сантиметров. Отделю бордюр светлым кантом. Полоски ткани шириной 2 сантиметра 6 миллиметров сшиваю между собой и заутюживаю вдоль пополам. Так это выглядит в готовом виде, но тут я ошиблась. Мне потом пришлось пришивать край канта вручную, и на старуху бывает проруха. Осталось подровнять бордюр, и топ готов. Заднее полотнище одеяла, бэк. Бордюр и бэк я решила сделать из одной ткани. Ширина материала 2 метра 18 сантиметров, а мне нужно 2,50. Высота 2,73. То есть вот, я должна надставить полосу шириной 32 сантиметра и длиной 2,73. Можно, конечно, пришить эту же ткань, но я хочу утилизировать остатки, пусть изнанка одеяла тоже будет красивой. И пришью я эту полоску не с краю, а отступлю сантиметров 40. Итак, ткань разрезана, полоса из остатков сшита. Дальше, как обычно, соединяю между собой все 3 детали. И вот что получилось. Осталось проутюжить швы и подровнять. В качестве наполнителя я использовала синтепон 300 грамм на метр. Я расправила его паром, не касаясь поверхности. Поскольку ширина синтепона 1,50 м, а мне нужно больше 2 метров, пришлось сшить 2 отреза между собой. Сначала я соединяю куски материала с одной стороны, протыкаю иглу не насквозь, а в толщу, как бы сшивая верхние слои. Потом переворачиваю и также сшиваю другую сторону. А чтобы сделать стык совершенно незаметным, приклеиваю тоненький флизелин, почти не касаясь утюгом поверхности, паром.
Следующий этап – сборка сэндвича. Я раскладываю бэк изнаночной стороной вверх, строго ориентируясь на угол столешницы и фиксирую малярным скотчем. Хочу попробовать соединить сэндвич на столе. Поверх, расправляя, водружаю синтепон, отступив около сантиметра от края. И, наконец, топ. Выравниваю по линейке, чтобы не было перекосов. И скалываю все 3 слоя. Я пользуюсь длинными булавками с шариком на конце. Конечно, булавки для квилтинга удобнее, но в пачке их мало, а цена совершенно негуманная. Поэтому я приспособилась прятать острие в толщу работы. Это хоть как-то спасает руки от царапин и уколов. Удаляю скотч. Сдвигаю сэндвич. Все последующие участки точно так же. Фиксирую бэк, расправляю синтепон, выравниваю топ. Времени на сборку таким способом тратится гораздо больше, чем когда я такого же размера одеяло собирала на полу. Отрезаю лишний синтепон, чтобы он не мешался во время стежки. А нитки для нее я купила наичудеснейшие, 100% хлопок специально для квилтинга. Итак, стежка. Сначала я простегала периметр медальона, затем контуры составных квадратов. И, наконец, квадраты, углы которых составляет фоновая ткань. Вот так это выглядит. Дальше между простеганными квадратиками я проложу прямые строчки наискосок по большим цельным квадратам. Перед таким трудовым подвигом не мешает подкрепиться. Вот теперь можно продолжить сучить нить повествования. Итак, я в качестве линейки использую полоску бумаги, сложенной вдвое. Тем самым убиваю 2 зайцев сразу. Во-первых, ткань по косой под лапкой не растягивается, а во-вторых, строчка получается ровной. Вот он, процесс труда. Периметр бордюра тоже отстрочен. А сам бордюр я простегаю треугольниками. Делаю несложную разметку, отступаю от угла каждого квадрата вниз 8 сантиметров. И также по импровизированной линейке прокладываю строчку от канта к размеченной точке зигзагом. Подравниваю простеганное одеяло.
и обметываю край. Или так. Дело застежкой медальона. Выравниваю. Скалываю довольно часто. Меняю нитки на подходящий цвет. И прокладываю строчку на ширину лапки от аппликации. А для стежки самой аппликации подбираю нитки подходящего цвета. Фон я расчертила на квадраты. А бордюрчик медальона просто простегала по рисунку ткани. Стежка готова. Завязываю и прячу нитки. Чтобы одеяло приняло свой окончательный размер и выглядело более состаренным, что ли, винтажным, я его деликатно постирала в 30-градусной воде и высушила в химчистке. Немного расправляю паром, не касаясь ткани. В результате мы видим, что в ширину уработалось 15 сантиметров, в длину 21. Теперь можно окантовать одеяло. Я прикладываю косую бейку по всему периметру, точно выкладывая углы. Сначала сшиваю концы бейки между собой. А потом пришиваю на расстоянии от края 1,5 сантиметра. Столько же не дохожу до угла. Повернув одеяло и отогнув уголок обтачки назад, делаю прокол иглой в конец предыдущего шва и продолжаю. Вот так это выглядит в готовом виде. Подворачиваю край обтачки наизнанку и пришиваю вручную. Но это не конец. Этикетка. Да-да, это одеяло я сшила для своей сестренки. Аленка. Вот такое одеяло у меня получилось. Большое и веселое. Немного больше, чем я хотела.
А вот и обещанный чертеж. Я хотела сшить одеяло размером 2,20 на 2,40 см из квадратных блоков. Поскольку в середине размещен медальон, я для симметрии блоки, примыкающие к нему справа и слева, разделю вдоль пополам. Поэтому справа и слева топа тоже будут половинки. На рисунке это хорошо видно. Таким образом, целых блоков будет 64 штуки и два вида половинок по 14 штук. Я думала на уработку прибавить 30 см в высоту и ширину, поэтому добавила бордюр шириной 15 см. Перестраховалась. Но уработалось, как я говорила ранее, 21 и 15 см соответственно. Мне жалко было отрезать лишнее, и я оставила как есть. Тем более, что ни в какие стандартные пододеяльники это одеяло засовывать не придется. Оно будет использоваться в качестве покрывала. Надеюсь увидеть его в интерьере на постоянном месте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые идеи.